Почему мужчины уходят от идеи женитьбы? Узнайте, что скрывается за психологией их решений. Современные мужчины все реже стремятся к браку и избегают оставлять в паспорте штампы о заключении брака. Что заставляет их так поступать? Разве семейная жизнь настолько надоела им, что они не хотят больше ее испытывать? Или у них есть какие-то страхи, которые не позволяют им сделать этот важный шаг? Некоторые из них считают, что женщины стали слишком избирательны и претендуют на слишком многое от них. И поэтому лучше пожить, посмотреть, попробовать. И если не будет проблем с ее стороны, то можно и жениться. Удобно, не правда ли? Другие считают, что женщина должна быть удобной мужчине и не мешать ему добиваться успеха. Добьется он или нет, это уже другая история. И никто не говорит, что делать женщине, если он не добился успеха, а ей не давал возможности помочь и поддержать его. И что будет с их отношениями, если вдруг он добьется успеха? Какова ее роль? Третьи же считают, что нужно партнерство 50 на 50. И тогда можно жениться. Но только если точно все будет поровну. Для мужчины очень удобный вариант, но не ясно, что делать женщине, когда она захочет ребенка. Копить, видимо, на декрет. Да и мужчина, который все обязанности хочет разделить со своей женщиной, так себе вариант. Но какие мотивы у мужчин, чтобы жениться или не жениться? Почему мужчины не хотят жениться в первый раз? Многие мужчины в возрасте до 27-30 лет считают, что это время, когда нужно наслаждаться жизнью, развлекаться, пробовать новое, зарабатывать и расти. Когда нужно посвятить себя своему развитию и продвижению. Зачем им семья, если они не готовы в нее ничего вложить? Или вложить очень мало? Они молоды, привлекательны, сильны, активны, и у них и так много женщин. А значит, зачем связывать себя с одной? К тому же ценность семьи потеряна. Родители не рассказывают и не показывают, как она важна. Кино, музыка, школа и все остальное, что могло бы внушать семейные ценности, этого не делает. И как тогда человек должен это осознать? Только через свой опыт и ошибки. Почему же не хотят жениться во второй и последующие разы? Если первый брак был не самым удачным, а результат развод говорит именно об этом, то и вступать в эту воду второй раз мужчина не спешит. А зачем? Что там есть такого, что его может манить или заставить жениться второй раз? Если представить среднестатистическую семью, то что же там происходит? Оба работают, оба устают, оба пробуют делить обязанности по быту. Женщина не удовлетворена положением дел, ей кажется, что мужчину все устраивает и он не собирается ничего менять. И, кстати, не без основания она так думает. Она начинает ему выносить мозг, как говорят мужчины, и это их напрягает. Просто женщина без статуса жена такого не может делать, потому что будет отправлена далеко. Чтобы не повторять своих ошибок, а мужчины не любят и даже боятся ошибаться, мужчины уклоняются от этого вопроса или напрямую говорят, что пока не хотят жениться и штамп ничего не изменит. Мы же живем вместе и любим друг друга. Что тебе еще нужно? Но все-таки почему же действительно мужчины не хотят жениться? Да потому что им это не нужно. Зачем? Женщина есть, близость в понимании мужчины есть, ему комфортно и удобно. Женщина почти мозг не выносит, никакой ответственности за нее, ребенка и все остальное брать не нужно. Живешь в свое удовольствие, еда, тепло, крыша над головой есть. А что тогда еще нужно, если все есть и все это устраивает мужчину? Давайте посмотрим на это глазами мужчины. Есть 4 этапа. Первый этап – это свадьба, второй – современная жизнь, третий этап – дети, четвертый этап – развод. Если посмотреть на каждый этап, то радостного и того, что заставляет мужчину бежать в ЗАГС, тут нет. Что же изменит простой штамп? Если женщина хочет замуж и получить заветный штамп, то ей нужно перестать жить и спать до свадьбы. А для этого нужно поднять свою самооценку. Большинство мужчин понимает, что на первом этапе все расходы лягут на его плечи. Свадьба не дешевое мероприятие, и простые, недорогие свадьбы обходятся в примерно 500-600 тысяч. Это без приглашения каких-либо звезд.
Образ невесты, платье, туфли, украшения, макияж, прическа. Образ жениха, костюмы, туфли. Примерно 100 тысяч. Далее организаторы, фотограф, диджей и так далее. А еще ресторан или площадка, оформление ее. Еда из расчета 5000 рублей на человека. Хотя бы размещение гостей и многое другое, что выливается в круглую сумму, которая не всегда отбивается подарками от гостей. Итого, свадьба для мужчины – это затраты, и он должен понимать, во что он вкладывает. Если сравнить свадьбу с покупкой авто, то что выберет мужчина в большинстве случаев? Можно обойтись ЗАГСом и только расписаться. Но исполняет ли женщина свою мечту про белое платье, фоточки и так далее? На втором этапе многие мужчины не узнают свою женщину, которая еще недавно вела себя совсем иначе. С чего вдруг она начала просить и даже требовать многое после свадьбы? Оказывается, теперь нужно делить обязанности по дому пополам. Оказывается, нужно планировать бюджет семьи и думать о двоих, а не только о себе. Оказывается, теперь он не может просто пойти в бар с друзьями, когда захотел. Куча ограничений. А где хоть один бонус? Какой профит? Как жизнь мужчины меняется в лучшую сторону? Третий этап еще интереснее. Если мужчина еще недавно думал, что свадьба это дорого, то теперь он понимает, что такое действительно дорого. Даже не только в деньгах дело, хотя и это тоже. С момента беременности его жизнь начала меняться. И это не так просто принять. Жена и дети начали забирать все твои ресурсы, которых раньше было много в избытке и хватало надолго. Сначала это врачи, консультации, потом роддом нужный и сами роды, а это все расходы в наше время. Если хотите оставить больше приятных моментов от этого. Затем бессонные ночи, постоянная усталость первые полгода жизни ребенка, отсутствие близости с женой, стресс, ссоры и многое другое, что вряд ли приносит радость мужчине. Ну а дальше, чем взрослее дети, тем крупнее проблемы. И последний, четвертый этап, который по статистике происходит у 4 пар из 5. Это развод. При этом мужчина потратил на свадьбу, на ребенка, работал круглосуточно, чтобы все это обеспечить. И в итоге еще должен отдавать половину всего нажитого в браке с ней, жене. Ну как так? И для чего все это нужно? Ради чего? Лично я прекрасно понимаю всех мужчин, которые живут одни. Да, есть моменты, которые не позволяют им развиваться, но для удобной жизни без напрягов это идеальный вариант. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также вы можете поделиться в комментариях, что вы думаете по поводу женитьбы. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч в следующих видео.